Ролик создан при поддержке моего телеграм-канала, ссылку на него ты найдешь в описании. Появляется синий монстр, оставляющий за собой разрушение. Сайтама, лысый мужчина в плаще, решает разобраться с этой ситуацией. Он спасает молодую девушку от монстра, называющим себя Вакцина, который утверждает, что у него предыстория лучше, чем просто быть героем для развлечения. Но перед тем, как он закончит свою речь, Сайтама побеждает его одним ударом. И расстроенно говорит: эх, снова с одного удара. Пару лет назад безработный Сайтама сталкивается с человеком-полукрабом по имени Краблента, но он оставляет его в покое. Маленький мальчик с впечатляющим подбородком нарисовал соски на панцире Краблента, и, по-видимому, ему нужно заплатить за это. Но Сайтама решает спасти ребенка и убивает краба галстуком, вырвав ему глаз. После этого он так усердно тренировался, что облысел. В наше время Сайтама вспоминает, как колоссальный мужчина прервал его поход по магазинам. По всей видимости, сумасшедший ученый создал сыворотку, чтобы сделать тупоголового брата самым сильным человеком на свете. Сайтама появляется на левом плече, в то время как ученый говорит, как они будут править этим миром, пока он не замечает Сайтаму и не говорит своему брату убить человека на его плече. «Нет другого!» Колоссальный в ярости и пытается убрать Сайтаму из поля зрения, отправив его глубоко под землю. Колоссальный, будучи сильнейшим человеком, чувствует себя опустошенным. Сайтама соглашается, что иметь слишком много силы скучно, и вырубает Колоссального одним правым хуком, отправляя гиганта в смертельный нокаут. Сайтама замечает, что нужно меньше эмоций, когда ты можешь решить все одним ударом. Когда Сайтама проснулся, началось подземное вторжение на Землю, в котором погибло 70 жителей. Сайтама в восторге, наконец-то противники, которые могут возродить его боевой дух. И у них даже есть король. Но он просыпается и обнаруживает, что на самом деле происходит вторжение, но ничего похожего на то, что он представлял во сне. Позже над городом Зе пролетает огромный рой комаров, в то время как Сайтама изо всех сил пытается поймать хотя бы одного, поливая свой кактус. Кровь полностью вытекает из людей. Вдруг в заброшенном городе появляется киборг и выясняет, что комарами управляет женщина-комар, которая отрывает руку киборгу, а он ей обе ноги. Сайтама бежит по улице, распыляя на одного комара спрей от комаров, и натыкается на киборга и гигантским комариным роем, окружающую королеву комаров. Несмотря на то, что киборг атакует рой комаров, королева вырубает его, поскольку она выпила слишком много крови. Сайтама шлепает ее с одного удара, а Генос в шоке от силы Сайтамы, и поэтому он хочет стать его учеником, и он не шутит. Кто ты, воин? Ахиллес. Он появляется через неделю на его пороге дома, представившись Геносом, настаивая на том, чтобы звать Сайтаму учителем, и чтобы он рассказал всю историю своей жизни. История Геноса такова: какой-то киборг разрушил его родной город вместе с его жителями, заставив Геноса стать киборгом и отомстить другому киборгу. Загадочная фигура решает захватить Сайтаму для его генетических экспериментов, отправляя на него генетически модифицированных существ. После Генос узнает от бронированной гориллы, которая также является киборгом, о том, что дом эволюции — это лаборатория клонирования, которым управляют клоны. Горилла начинает говорить о докторе Генусе, который экспериментирует с искусственной эволюцией и который заинтересовался невероятной силой Сайтамы. По прибытию в Дом Революции Генос взрывает весь надземный комплекс. Один из клонов освобождается, и это Асура Кабуто, вершина эволюции клонов. По словам доктора, он быстро справится с Геносом без особых усилий. Хотя, когда он идет атаковать Сайтаму, он отступает в ужасе от его силы и отсутствия мыслей о своей защите. Перед боем Сайтама раскрывает секрет своей силы: 100 отжиманий, 100 приседаний и 10-километровый бег каждый день в течение 3 лет, или по крайней мере до тех пор, пока у вас не выпадут волосы. Но это ведь просто регулярные силовые тренировки, которые не могут быть его секретом. К сожалению, для всех в этой комнате так оно и есть. Кабуто переходит в режим берсерка, и он будет в этом неистовом состоянии целую неделю, вплоть до субботы. Сайтама выглядит побежденным, он даже не сопротивляется. И он совершил серьезную ошибку: он пропустил день скидок в супермаркете. Сайтама вырубает Кабуто с одного удара, и Гена заверяет, что еще достаточно времени, чтобы успеть закупиться до закрытия супермаркета. Они пробивают дыру в стене и бросаются в магазин. Доктор Генос тут же отказывается от своих исследований, в то время как Ассоциация героев исследует разрушительные последствия. После страстной речи про банки и безработицу у террориста по имени Молотоглав, его группа сносит здание, принадлежащее Зенира, богатому и влиятельному человеку. Сайтама просыпается после тревожного сна и обнаруживает, что там свирепствует группа террористов, и этого он не потерпит, потому что из-за них теперь каждый лысый мужчина враг. Обществу Зенида не нужно далеко ходить за помощью, он нанимает убийцу, который появляется в слишком удобное время, чтобы заняться молотом. Он быстро расправляется с его группой, освобождая их тела от голов. Головы сияют на моей,
Но молот ускользает и случайно встречается с Сайтамой в лесу, который уничтожает свой украденный боевой костюм. Позже показывается убийца и думает, что Сайтама тоже террорист. Сайтама обескуражен тем, что понятия не имеет, кто он такой. Наемный убийца бегает вокруг Сайтамы и представляется как Соник. Единственное, что замедляет Соника, это произнесение собственного имени. Он удивлен, что Сайтама может блокировать его атаки. Соник летит на кулак Сайтамы, но потом клянется, что они еще встретятся. Немного позже Сайтама говорит Генусу, что у них есть проблема. Никто не знает, кто он такой. Несмотря на то, что он победил больше монстров, чем любой другой герой. Очевидно, если он хочет признания, ему придется зарегистрироваться, чтобы быть официально в реестре героев. Они согласились зарегистрироваться вместе, чтобы Гена стал его официальным учеником. На их пути стоят только две вещи: физический и письменный экзамен. Сайтама уничтожает все испытания по физической части и большую часть оборудования. Пока он там занимается, Генос получает высший балл по 2 экзаменам, но зачем им заставлять киборга сдавать физическую часть? Генос становится героем С-класса, уверенный в себе и в своем учителе, они начинают праздновать, но похоже Генос перепутал верхнюю половину буквы S на C. Сайтама, который набрал 1 очко, несмотря на отличный физический экзамен. Они единственные, которые сдают экзамен героев и должны выдержать урок, который преподает Снэк, героя класса А, который разочарован отсутствием у них внимания. Снэк пытается поймать Сайтаму только для того, чтобы еще больше опозорить себя. Генос бросает вызов Сайтаме в спарринге и просит своего учителя выложиться на полную. Генос полностью сбит с толку с его невероятной силой. Он все еще не верит, что тренировки Сайтамы действительно являются настолько секретными, и что он находится совершенно на другом уровне. После Генос и Сайтама чилит в кафе, когда герой из класса 1 ранга, Сладкая Маска, хочет поговорить с Геносом снаружи и зловеще приветствует его в высшей лиге. Прошло 5 дней с тех пор, как они стали героями, и как Генос переехал к Сайтаме. Он упоминает, что героям класса С нужно составить квоту, иначе они будут удалены из списка героев. Также Сайтаме нужно учить Геноса, но он понятия не имеет, чему он может научить своего ученика. Он быстро что-то придумывает, что он вычитал в манге, о тренировке своего ума или что-то в этом роде, и дает ему цель войти в 10 лучших героев класса С. Сайтама бегает по городу в течение 2 дней, чтобы что-то придумать для своего ученика. Соник появляется и хочет матч-реванш против Сайтамы. Он снова пугается, когда Сайтама ломает его катану и угрожает ему в гневе. Женщина указывает на них, когда другой герой класса С хочет их остановить. Сайтама, смеясь, думает, что Соник преступник, но он становится еще более раздраженным, когда понимает, что никто не узнает его как героя. Соник бросает взрывающийся сюрикен в героя Тигр в майке и начинает сеять хаос. Сайтама не успевает его остановить, ведь для этого ему нужно найти злодея. Сайтама находит Соника и вырубает его одним ударом по голове. Позже в город прибыли 2 героя класса А, Золотой Шар и Весенний Усатый, которые отправляются в город З для расследования сообщения о монстре. Монстр также ведет свое расследование, и в конечном итоге они сталкиваются друг с другом. Золотой мяч почти сразу вырубается, в то время как Весенний Усатый вызывает подкрепление, прежде чем быть уничтоженным. Сайтама идет домой и сталкивается с монстром. Позже Сайтама делает суп из водорослей того самого монстра. Немного позже нам показывают, как гигантский метеорит меняет свою траекторию прямо на город З, когда ассоциация героев вызывает Геноса. Все герои С-класса вызываются, но появляется только Бэнк. Он информирует Геноса о ситуации, прежде чем он сможет попробовать свои новые апгрейды. Генос отправляет одну из своих ракет в метеорит, но она ни на что не влияет. Тогда Генос начинает много думать, пока Бэнк не успокаивает его. Генос использует всю свою энергию в один выстрел, и он снова ни на что не влияет. Появляется Сайтама, отказываясь позволить своему городу быть разрушенным, и наносит один удар прямо насквозь, разбивая метеорит на более мелкие осколки, которые падают на город, вызывая огромное разрушение. И на удивление никто не пострадал. После событий ранг Сайтама подскочил с 342 ранга С-класса до 5, несмотря на то, что он сделал то, что не смогли 2 героя С-класса. Сайтама вышел в патруль только для того, чтобы быть остановленным Тигром в майке и еще одним героем в майке, которые попытались направить граждан против Сайтамы за разрушение города и мошенничество в рейтингах. Сайтама злится и кричит на толпу, которая не обращает внимания на то, что без него бы они там не стояли. Сайтама это все делает не потому, что ему надо, а потому что он делает то, что хочет. Генос успокаивает его, прежде чем Сайтама устроит большую драматичную сцену. Позже морской народ объявил о своем вторжении на поверхность. Сатура мчится к месту происшествия, но он прибыл слишком поздно. Сайтама оказался здесь и уже позаботился об этом. В городе G классный герой Стингер побеждает некоторых морских, которые начинают появляться в городе, в то время как Сайтама наблюдает за отчетами об инциденте.
Появляется морской царь и с легкостью побеждает Стингера. Когда Геносы, Сайтама и Сатору направляются к месту происшествия, Макс размышляет, стоит ли вмешиваться ему, когда позади него появляется морской царь и убивает его за один удар. Позже нам показывают двух сбежавших преступников, Пури, героя С-класса, и Соника. Они сталкиваются с морским царем, которому трудно иметь дело с Соником. Когда начался дождь, морской царь стал намного сильнее и быстрее. В это время Сатору замечает потерянного Сайтаму, ищущего Геноса. Он решает подвести его. Соник убегает, оставляя свою одежду, и говорит Геносу не беспокоиться, но пробегая мимо Сайтамы во время своего отступления, Сайтама замечает его и спрыгивает с велосипеда и задается вопросом, кто этот голый парень. Сатору уронил телефон, когда ассоциация героев его вызывает. Генос дерется лицом к лицу с морским царем. Геноса вырубает, когда он пытался спасти маленькую девочку. Не волнуйтесь, в тот момент появляется Сатору, и он категорически отказывается сдаваться, произнося воодушевляющую речь и собирая аплодисменты зрителей. Сайтама спасает его до того, как морской царь чуть не убил его. Сайтама вырубает морского царя с одного удара. Соник теперь одетый возвращается со своим оружием, опоздав на несколько секунд, чтобы убить монстра. Позже в своей квартире Генос и Сайтама получают кучу писем от фанатов, но одно письмо было от хейтера. В случае с Сайтамой оно вызывает воспоминания о последней битве, где Сайтама оправдывает одного из членов толпы. Он врет толпе и говорит, что его слова правда, что он парень, который просто вмешивается, чтобы украсть репутацию других героев, заставляя их ценить героев и тех, кто погиб. Пришло третье письмо от ассоциации героев присвоить ему ранг 1 в классе С и пригласить его на встречу, чтобы решить, следует ли ему переходить в класс Б. Они обсуждают, является ли он фальшивкой, несмотря на его рекордные результаты тестов. Если он на самом деле фальшивка, то скоро они об этом узнают. На обратном пути домой он останавливается, чтобы что-нибудь поесть. Он встречает Сатору, который предлагает угостить его выпивкой, так как он не смог сказать все в своем благодарственном письме. Позже в дадзё Бенга Бен говорит Геносу и Сайтаме, что один из его учеников сошел с ума и победил всех его лучших учеников. Кто-то появляется из ассоциации героев и говорит, что есть экстренное собрание для всех героев С-класса. Сайтама идет с ними, так как ему больше нечего делать. Мадам Шиба, провидица, предсказавшая нападение монстров, умирает, но перед своим последним вздохом она предсказала, что Земля окажется в беде где-то в течение следующих 6 месяцев. Внезапно штаб-квартира подвергается нападению гигантским инопланетным космическим кораблем, который появляется в небе и выравнивает город с землей. Генос оглядывается, но Сайтама уже пробил дыру в потолке. Он с легкостью взбирается на борт корабля, оставляя героев С-класса сражаться на Земле. Один из инопланетянов Гюрагин Тюб паникует, пока Сайтама бездумно бежит по кораблю, пробивая все на своем пути. На Земле герои С-класса сражаются с возрождающимся многоголовым инопланетянином Мелом. Тем временем Сайтама продолжает искать капитана и случайно ломая все, к чему он прикасается. Героям, которые сражаются с инопланетянином, приходится нелегко, поскольку физические атаки не действуют на него, пока металлическая бита не находит и не уничтожает синий шарик, который убивает одну из голов инопланетянина. Когда Сайтама связываются телепатически и говорят уйти, утверждая, что он потерялся, инопланетянин более чем счастлив направить его с корабля. Но Сайтама решил пойти в противоположное направление. Разбивая двери, он находит телепата, который пытается запугать его телекинезом, но Сайтама говорит, что это пустая трата времени использовать такую силу, чтобы бросать камешки, бросая один прямо ему в голову. Стрелок корабля ждет подтверждения, но решает стрелять даже без подтверждения. Торнадо, герой С-класса, останавливает шквал огня, перенаправляя его на корабль. Сатору спасает выживших в городе, вдохновляя и других героев низкого ранга присоединиться к нему. Бенк уничтожает еще один синий шарик, в результате чего остается только одна голова. Начинается драка, и Бенк летит через несколько зданий. На корабле Сайтама выбивает дверь лидера пришельцев, который узнает в нем сильнейшего воина на планете. Прежде чем они начнут сражаться, он хочет обменяться именами из уважения, объявляя себя Боросом, лидером банды темной материи и властелином вселенной. Сайтама начинает представляться и говорит, что он герой для развлечения. Очевидно, когда Боросу стало скучно быть таким сильным инопланетным провидцем, он сделал предсказание, что найдет кого-то, кто будет достоин с ним сразиться. Сайтама делает удар и ломает его доспехи, которые запечатывают его силу. У Сайтамы нет проблем с тем, чтобы противостоять Боросу, он даже отрывает ему руку. В это время Торнадо начинает атаковать корабль своим телекинезом, в то время как Драйв Найт предупреждает Геноса, что металлический рыцарь не союзник. Бенк в отличной форме и уничтожает последнюю всех голов инопланетянина. Борос продолжает свою безжалостную атаку на Сайтаму, которого все еще совершенно не смущает, что он говорит, и действительно ли он обладает мощными регенеративными способностями. Но Сайтама прерывает его монолог злодея, пока Борос не отправляет его с удара на Луну. Он оглядывается и прыгает обратно на Землю, производя впечатление на Бороса. Пора заканчивать с этим. Сайтама наконец применяет один из своих самых мощных приемов – последовательное
самые обычные удары, но это только провоцирует Бороса использовать свой коронный прием, вынуждая Сайтаму использовать свой коронный прием, серьезный удар, который посылает его лететь по всему миру. Появляется милая маска, и он в ярости из-за результатов битвы. В то время как металлический рыцарь отправляет дрон, чтобы собрать инопланетные технологии, чтобы включить их в свой собственный костюм. Генос удивляется, где находится его учитель. Когда Сайтама пробивает себе путь из корабля, они игнорируют злую героиню Торнадо и начинают небрежно болтать о том, как он победил Бороса. Хоть город и был стерт с карты, они восстановили ассоциацию героев. С частями, спасенными с корабля, они сделали базу героев и пригласив туда героев ранга А. Некоторое время спустя Сайтама сталкивается с Плутонным королем преступного мира, только для того, чтобы прийти в ярость от того, что он снова побеждает всех с одного удара. И действительно ли он обладает мощными